Всем привет, с вами Влад. Допустим, ситуация, вам нужно снять квартиру в Лондоне. Для этого мы обратимся к Zoopla. Это не реклама, а популярный marketplace-сервис поиска недвижимости. И посмотрим, какие квартиры и дома предлагает нам рынок. Так, смотрите, вот есть еще какая-то квартира за 1675 фунтов в месяц. Давайте посмотрим на нее. Красивый светлый зал. Это, скорее всего, верхний этаж. Просторный, настоящий деревянный пол, nice. Давайте посмотрим на фото. Итак, видите вот эти небольшие скошенные потолки? В принципе, они окей. Даже если там будет кровать, то есть для нас не критично иметь такой угол над головой. Вот это вот непонятно к чему. Ealing Parish, New Express, London. Думаю, это не является частью квартиры, но здесь оно для красоты, но окей. Кстати, довольно интересно, что мы можем использовать это как предсказание. Видите, здесь написано 9, а здесь 6. Комбинация 9-6 это огонь, сжигающий врата небес. То есть это как бы сын или, условно, дети восстают против родителей. Да? То есть это некая комбинация, или дочь восстает против отца. Некая комбинация конфликта, внутреннего конфликта. Неподчинения, можно сказать, вызова старшим или вызова авторитетом. Довольно интересно. Идем дальше, посмотрите, какой красивый фасад. Вау! Посмотрите, какая изящная входная группа. Очень симпатичный домик, маленький такой, похож на дворец миниатюрный. Так, вот это гостевая, скорее всего, как видите, здесь вход. И после того, как вы вошли в квартиру, есть лестница вниз, то есть как бы ци течет вниз. То есть она как бы приходит в помещение, если я правильно это понимаю. Или это все-таки верхний этаж. Здесь непонятно. Ага, это у нас кухня-студия. То есть кухня-студия, вот плита, вот мойка, они разъединены, which is good. Да, это все-таки верхний этаж. Вот эта спальня, смотрите, вот эта кровать, она находится у стены, в которой находится входная дверь в комнату. Такая комбинация называется пустотой, и здесь мы традиционно не рекомендуем ставить кровать, потому что здесь меньше всего энергии, меньше всего ци, и долго спать, скажем так, в направлении в таком не рекомендуется, потому что можно таким образом ослабить свое здоровье, иммунитет, и много энергии будет уходить. То есть, с одной стороны, на пару недель можно туда поставить свою кровать, если вы хотите уйти от проблем, от какого-то излишнего стресса, от долгов, кредиторов, но нельзя таким образом спать там долго, потому что это будет способствовать постепенному уменьшению уровня энергии. Также посмотрите на цвет стен. Здесь цвет стен довольно такой агрессивно темно-зеленый оттенок. Я бы сказал, что... Ну, то есть он как бы окей, но все еще немножко темноват. То есть здесь я бы, может быть, выбрал более светлый оттенок. В качестве декорирования. Окей, давайте посмотрим. Ванная окей. Так, здесь какая-то церковь, which is nice, но непонятно, каким образом она относится к нашему дому. Но в целом иметь церковь рядом с домом — это не идеальная ситуация, потому что церковь, неважно какой конфессии, это такое инское место, которое притягивает духов, божеств. То есть это место, в котором люди приходят помолиться, и там много энергии инь. И эта энергия инь, она немножко контрастирует с энергией ян, которую мы, соответственно, соотносим с янским жильем, да, то есть с местом, где живут люди. И мы таким образом хотим подальше быть от вот этих инских мест, потому что близость к этим церквям может привести, например, к тому, что могут сниться какие-то кошмары, могут появляться какие-то навязчивые идеи, люди становятся религиозными, либо набожными, либо могут сойти с ума. Это не очень окей. То есть в целом старайтесь не жить рядом с церквями. Здесь какие-то чудесные поля, какой-то парк, окей. Давайте посмотрим на планировку. Это самое интересное. Итак, у нас такая вытянутая конструкция. Сразу видим, что у нас отсутствует север, юг, немножко отсутствует южный угол, which is not good, потому что в девятом периоде критично иметь север и юг.
в составе квартиры, да, север и юг должны присутствовать на плане. Также у нас отсутствует какой-то небольшой кусочек севера и северо-запада. И также, как вы видите, вот вы входите в прихожую. Прихожая достаточно просторная, что окей. Затем поворачиваете налево, попадаете здесь в санузел. Дальше видите вот эти ступеньки, которые я заметил. Это получается спуск в спальню. То есть спальня находится ниже, чем уровень всей остальной квартиры. Что уже довольно интересно. То есть ты туда приходит, обратно выйти уже не может. Довольно интересно. Дальше мы видим, что у нас санузел находится приблизительно на северо-западе. То есть на северо-западе мы не очень хотим иметь санузел, потому что это место, которое связано с главным мужчиной в доме, и, соответственно, если в доме живут мужчины, либо если у вас живет женщина, и она хочет, чтобы у нее появился мужчина, эта конфигурация не способствует такому, да, и либо способствует тому, чтобы мужчина появлялся низкого качества. Потому что северо-запад, в котором есть санузел, он ухудшает, скажем так, качество мужчины, да, то есть мужчина может появиться какая-то неуверенность в себе, могут появиться какой-то алкоголизм и так далее. То есть вам такой мужчина не нужен. Дальше мы видим кухню, которая опять же находится немножко на северо-западе, which is not good. Мы хотим иметь кухню на юге, юго-востоке, востоке, юго-западе. Здесь вы видите, что плита находится у нас технически где-то на... В принципе, плита на юго-западе окей, но она находится немного близко к раковине. То есть здесь у нас конфликт огня и воды. И в идеале избегать такой конфигурации. В принципе, в остальном планировка окей, но она немного, как видите, такая неровная. Да? То есть у нас отсутствует немножко слева вот эта часть здания, немного справа отсутствует северо-восток и довольно серьезно отсутствует южный сектор. Что, опять же, может привести к тому, что жизнь в этой квартире будет не очень радостной. Может быть, будет более печальной. Как видите, окон мало, то есть есть одно окно, которое находится где-то там ближе к северу. Есть одно окно, которое находится на западе. И, собственно, все. То есть окон мало, но сама квартира достаточно большая, вытянутая, что как бы немного неконсистентно. Соответственно, окна на западе и на севере не способствуют, опять же, хорошей удаче и радости жизни, поэтому такая квартира, скорее всего, будет довольно грустной. Какое summary? То есть, если вы хотите жить жизнью уединенной, рядом церквушечка, рядом парк, жизнью спокойной, набожной, подбухивать иногда, и, возможно, у вас не будет мужчины, либо вы сам мужчина, но вы будете плохого качества, то эта квартира для вас подходит. Вот за эту цену, за 1675 фунтов, вы можете совершенно чудесную обрести жизнь. Таким образом, такой экспресс-аудит позволяет нам сэкономить кучу времени и денег перед тем, как взаимодействовать с лендлордами или риэлторами и принять взвешенное решение, хотим ли мы на самом деле инвестировать свое время в эту квартиру. Это особенно важно, когда мы понимаем, что контракты заключаются минимум обычно на год и больше. Соответственно, риски тоже большие, если вы въезжаете в квартиру, в которой не окей фэншуй, и это будет на вас влиять. В этом смысле лучше заранее подготовиться и подстраховаться. Таким образом, подстелить соломку и найти наилучший вариант на рынке и уменьшить риски, связанные с тем, чтобы попасть в неприятную ситуацию и прожить не свою жизнь в не своем, скажем так, неподходящем объекте недвижимости. Если вы не знаете, какой объект вам подходит лучше, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне, и я с радостью помогу вам выбрать самый лучший объект недвижимости за ваши деньги. Дисклеймер. Я оказываю услуги консультационные по выбору недвижимости с точки зрения фэншуй. Я не являюсь представителем рекламного агентства или агентства недвижимости, но я могу вам порекомендовать хороших риэлторов, если вам это интересно. А также я сотрудничаю с архитекторами, дизайнерами интерьера и другими представителями мира недвижимости. Хорошего фэншуй!